К 2027 году оборот рынка AR-игр достигнет 38 миллиардов долларов. Это в 6 раз больше, чем в 2021 году. Такой вывод делает известный аналитический сервис Research and Markets, выпустив 108-страничное исследование о рынке AR-игр. Согласно их прогнозу, в 2022-2027 годах выручка рынка будет расти более чем на 30% каждый год. Смелое заявление. Аргументы, в пользу которого каждый может приобрести на сайте сервиса за какие-то 4000 евро. Предполагается, что AR-игры будут пользоваться наибольшим спросом в Китае, США и Японии. Ну, кто бы удивился. А одним из ключевых драйверов роста станет увеличение количества мобильных геймеров. Куда еще? Аналитики не сказали, какого размера может достичь аудитория AR-проектов, но ранее в других исследованиях они упоминали, что к 2025 году в AR и VR-играх станет более 216 миллионов человек по всему миру. Про VR-игры я вообще сегодня лучше помолчу, ведь о них следует говорить либо хорошо, либо ничего. А хорошего сказать мне нечего. А вот про AR-игры напомню, что это игры с дополненной реальностью. Аббревиатура от английского Augmented Reality. Это технология, с помощью которого на картинку окружающей реальности, отображаемой на экране устройства, добавляются интерактивные игровые элементы, с которыми можно взаимодействовать. Наибольшее распространение эта технология получила, конечно же, на мобильных устройствах, телефонах и планшетах. Самый успешный продукт, игра Pokemon Go, вышла летом 2016 года и произвела настоящий фурор на рынке видеоигр. Игра сверхуспешная. В настоящий момент она зарабатывает более 1 миллиарда долларов в год. Причем выручка продукта продолжает расти год от года. Но есть одна проблема. Кроме покемонов, ни одна AR-игра даже близко не подобралась к подобным показателям. Из-за чего многие эксперты, в том числе и я, делаем вывод, что долговременный успех игры в первую очередь обязан мегапопулярной франшизе. А технология AR в игре выполняет больше маркетинговую роль, чем геймплейную. Ведь если удалить технологию AR из игры и вместо картинки камеры подкладывать игровой фон, то геймплей совершенно не изменится. Более того, большинство опытных игроков именно так и играют, просто отключая камеру, так как после того, как вау-эффект новизны прошел, камера больше мешает, чем помогает. Да, у AR-технологий сейчас есть стабильная ниша. 3D-приложения для детей. Это когда различные объемные модельки всяких там динозавров, военной техники и прочих привлекательных для ребенка объектов проецируются на изображение с камеры, привязываясь к плоскости пола, стола или иной ровной поверхности. Но, честно говоря, это крайне узкоспециализированная ниша детских обучающих приложений. Особых перспектив для роста у которой не видно. Да, и что уж греха таить, удобство использования подобных приложений все еще вызывает вопросы. А уж как батарейка при этом греется, это отдельный разговор. Так что лично я в корне не согласен со столь оптимистичным прогнозом. Для того, чтобы убедиться, насколько такие прогнозы бывают оторванными от реальности, можно посмотреть на прошлые предсказания роста рынка. Например, в 2017 году в Лас-Вегасе проходила техническая выставка, посвященная электронике, компьютерным технологиям, и главной темой выставки, конечно же, была тема аугментированной, то есть дополненной реальности. Напомню, что как раз за год до выставки вышла игра Pokemon Go. И по прогнозам, сделанным в 2017 году, общий объем AR-рынка к 2020 году должен был составить около 90 миллиардов долларов. Напомню, что в 2021 году объем рынка AR-игр был чуть больше 6 миллиардов. Причем больше 1 миллиарда принесла одна единственная игра, успех которой за 5 лет никто так и не смог повторить. Чувствуете разницу? 90 и 6. Да, в этот раз прогноз не настолько оптимистичен. Не 90, а 40. И не за 3 года, а 5. Но все равно верится-то с трудом. Если у вас иное мнение насчет перспектив AR, оставляйте, пожалуйста, комментарии, я с удовольствием их прочитаю, отвечу. А если ты смотришь это видео в 2027 году, обязательно напиши, какой сейчас там у вас объем AR. Хорошо? Потому что будущему мне будет очень интересно это прочитать. А на этом у меня сегодня все. Играйте в игры, даже если это AR.
И даже если это VR, все равно играйте. Главное, чтобы вам нравилось. А с вами был канал ProGameDev и его ведущий Иван. Пока-пока.